Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Снежана Егорова на связи, как всегда, по пятницам. Снежана, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Снежана, много вопросов, конечно, много накопилось информации, да, и, конечно, поговорим сегодня и про Иран, поговорим о том, куда вообще заводит нас эта война, но не в плане военном или каком-то там, да, информационно, а в плане даже таком моральном, что ли. Об этом будем говорить. Также, конечно, про Украину много сегодня речи пойдет, и про Россию с Америкой. Начать я предлагаю с Юзика, который харчи закупал, там у него яички, все как положено, что там за пакет, то ли масло подсолнечное, то ли сангрия, а чего нет, ну какая-нибудь там, какой-то винишко, в общем, он как бы, его встретил ткач из «Украинской правды», давай расспрашивать, еще тут катаешься, а он ничего не помнит, говорит, вроде был перед Новым годом на Новый год, ну и сейчас приехал, так отпуск у меня, так как то, Стефанчук подписывает, и вообще, как бы, отстаньте, что это вы тут, как бы, вторгаетесь в личную жизнь, и это в тот момент, когда в Раде звездец, не хватает депутатов, они там все как бы не понимают, голосовать, не голосовать, Зеленский их то на фронт отправляет, то как бы так к ноге поближе дергает, а выехать никто не может там, да, а вот избранные могут, и, собственно, НАБУ отчитываются, показания дают, и про денежки в конвертах, и про объекты недвижимости, которые типа в кредит взяли, ну это про Юзика. Понимаете, в чем дело? Вот здесь, наверное, и проявляется самое важное, да, самое главное, о чем все вроде как догадываются, и само собой разумеющееся, что украинцу где хорошо? За бугром украинцу хорошо. И вот это вот они, собственно, наживаясь на вот этом всем как бы скотстве, которое происходит в Украине, обустраивают себе теплые гнездышки. И оттуда, с этих теплых гнездышек и тыла, также хорошо народ представлять, Кривой Рог, который обстреливают нещадно, ну и вообще всю страну. Ну а чему вы удивляетесь, Саша? Это что, впервые? Это что, только Юзик со своими яичками выехал, как говорится, погреть яички где-нибудь в более безопасном местечке? Но вы же знаете, что под куполом в Верховной Израде сейчас небезопасно. В особенности, когда Иран сказал, что Украина – законная цель. Можно, как говорится, работать. Это ради чего? Он так трудился, бедняжка. Для того, чтобы вот это вот страну защищать? Кому она нужна, в конце концов? Слушайте, Саша, давайте вспомним, а где сейчас находится прекрасный президент Кучма и вся его семья? Он разве не поработал на славу для того, чтобы потом старость, как говорится, встретить в прекрасной какой-нибудь Швейцарии? Или где он там сейчас находится? Вместе со своей дочерью, со своими внуками, со своим зятем, который по-прежнему зарубичанин, как говорится, тут на Украинушке. Тут у него бизнес, тут у него структуры, тут у него промывочные мозги, машины и прочие тому подобные вещички. А все прекрасное там у них. А где вообще дети, например, там того же Виктора Андреевича Ющенко? Сам Ющенко, конечно, сидит, как собака на сене и сторожит свое имение, но дети-то его все младшие с его супругой Екатериной Чумаченко. Вони ж за гроші клініки третього тисячоліття прекрасно себе почувають десь за кордоном з американськими паспортами. Так а чем хуже Зеленский, например, мать и отец которого сидят за границей, и по всему миру куплена недвижимость. То есть где бы ни началась война, у них всегда будет куда дальше еще убежать. И Леночка Зеленская, и ее дети тоже учатся английскому языку, как родному, с британскими паспортами. А где вообще все эти люди, все эти политики великие, которые рассказывали нам про то, как надо родину любить? А где Виктор, или как его там, Виктор? Медведчук, как его там звали? Виктор? Ну да. Где Виктор Медведчук? Тоже, правда, он не на западной части, а на более восточной, но не в Сибири же он рудники, как говорится, осваивает. Нормально себя чувствует.
Ну что Юзика, беднягу, обвинять? Это толстый человек, у которого куча всяких разных диагнозов, болезней. Пусть до старости лет насладится жизнью, сангрию купит, выпьет винишко, посмотрит по телевизору на плоды рук своих. Они же ради того и шли туда. А что касается Зеленского, так он живет по принципу «друзьям все, врагам закон». Ну, то есть украинский народ – это не его народ, ему его не жалко. Своих сотоварищей, с которыми он шел к этой вершине и которые поддерживали его в трудный момент своим надежным плечом, и которым можно было взобраться на спинку и, как говорится, быть выше, сильнее, мудрее и краше. Ну, естественно, он платит добром. Вот всех на пенсию отправил. Все Нет, они понимаете, отлично. все бы ничего, пускай как бы занимаются, это как бы личное дело каждого, безусловно. Однако тут возникает другой вопрос. То есть в то время, когда сейчас обостряется мобилизация, людей как скотину тянут из подъездов за руки, за ноги, волоча по земле, ну, родину, так сказать, защищать, то депутатов там отправляют на фронт, давайте все на фронт, голосуй или иди воюй, а давайте тут уже разные же подходы, да, вот, например, одна из депутаток, Яцек есть такая, говорит, слушайте, а Федоров же вот такой парень, он вообще скоро предложит нам, и мы уже как бы немножко в курсе. Короче, повестки через Дию будут выписывать. То есть всех загнали в государство в смартфоне, ну и там повестки. Выдала такое, все как бы понесли, говорят, ничего себе. А правда какая-то пауза, что-то готовит же Федоров в отношении мобилизации? Все ждут каких-то решений, задания получил от Зеленского, чтобы это все божеский вид приобрело. Вот оно и приобретает. Правда, потом вышла пресс-служба Дии и говорит, нет, никогда такого не было, ложь, в общем, и провокация. И как бы, если бы вот этого фактора не было, то пускай, конечно, живет квартирка, там, сколько там она стоит? Да сколько бы она ни стоила, $1000, какая разница? Ну, заработал же, концерты у него были, депутатские Почему тысяч, Саша? миссии. Наберите больше, миллиончиков. Несколько, я думаю. В особенности на концертах, да. Мы прямо вот так вот себе это и представляем, что именно на концертах он и заработал. Совсем не там, где он сидел в последнее время в Верховной Раде, и совсем мы не помним разговоров о том, как он рэкетировал, по сути, в духе святых нулевых и лихих 90-х товарищей в криворожских, как говорится, предприятиях. Ну, все это понятно, Саша, но мы же знаем нашу страну. Более того, мы же сами с вами тоже сейчас не в пределах этого концлагеря. Правда, у нас нет такой прекрасной преференции, мы не можем туда заезжать и возвращаться, потому что, как говорится, нам никто путевку не подпишет. Нам только могут подписать наш отпуск где-нибудь в СИЗО, например, или еще где-то. А им вот прекрасно, видишь, народ же их любит, народ их поддерживает, народу все нравится, краина в смартфоне, в Дие им нравится повестка, им нравится, что такие как Юзик, ему подобные, примут законы о том, что ухилянт это будет уже криминальное преступление, и что оно не будет иметь срока давности. Им это все нравится, им нравится концлагерь, они любят Зеленского. Вот я что-нибудь напишу там или расскажу, или там где-то у вас выскажусь негативно, в отношении Зеленского. А тут вдруг и прибегут его поклонники и начнут рассказывать, что рот закрой, да он же прекрасный, он же наш спаситель, он же наш даритель, мы вообще счастливы, если бы не Зеленский, так и нас же не было бы. Ну то есть, Саша, если люди свою собственную память, свои собственные семьи, свои собственные могилы своих дедов и отцов вообще отвергли, плюнули в прошлое, у них нет будущего, то есть им никто не рисует никакого будущего, кроме одного. Везде, куда ни плюнь, где вообще не от какую там официальную пропаганду или статистику, им рассказывают, что украинцев все меньше, что нужно уже завозить каких-то там бангладешцев, я не знаю, кого еще завозить, да, потому что мужчин украинских нет. И что война будет вечной, говорит им регулярно про это Пенис Ильич Гордон со своей супругой. Значит, а люди довольны. Но это что говорит? О чем это нам говорит? О том, что они полностью сошли с ума. Рассчитывать на здравомыслие, на адекватность не приходится.
И если люди сами хотят быть суицидниками, я об этом уже говорю десятилетия, наверное, за это, собственно, меня и распинали, потому что когда я поставила этот диагноз еще до того, как он стал абсолютно очевидным, и когда это еще можно было лечить, тогда, естественно, кураторы этого процесса, когда они понимали, что еще не все и не поголовно сошли с ума, они начали видеть во мне угрозу. Потому что как это Егорова называет нас суицидниками? Нет, мы патриоты. Мы же исполняем, как говорится, нашу миссию. Душу и тело мы положим за вашу свободу. Вот, собственно, так это все и происходит. Юзик свободен, Зеленский свободен. Они летают, они творят, они вытворяют, они зарабатывают, они хорошо себя чувствуют, радуются, веселятся. Посмотрите, у Зеленского же всегда радостный вид. Он как приедет куда-нибудь за пределы страны, везде он улыбается, везде он такой счастливый, обнимается, у него все хорошо. И у Юзика все хорошо, и у Миндича в Тель-Авиве все прекрасно, бороду отрастил, понимаете, спортом занялся. Я не знаю, сейчас в связи с вот этими событиями и обстрелами Израиля как-то поменялась жизнь Миндича, предположим. Но я думаю, то количество бабла, которое он вывез, не помешает ему купить любой паспорт, уехать в любую страну. Тем более, как вы знаете, никакого преследования нет. В международный розыск он не объявлен. Он лишен гражданства украинского. И, по сути, ну что, к нему взятки гладкие. Шефиры тоже отлично себя чувствуют. Кто вообще из предыдущей или нынешней власти, которая, в принципе, абсолютно транзитом, естественным образом передается из рук в руки, пострадал? Я не знаю ни одного такого. Все счастливы, все довольны. А то, что украинскому народу плохо, ну так украинский народ сам идиот. Если он выбирает себе палачей, аплодирует им и хочет быть на них похожим, хочет повторить этот подвиг. То есть Зеленский ворует на высшем уровне и все, кто был до него, а на всех нижних этажах происходит то же самое. То есть если бы украинский народ хотя бы чем-то отличался от той власти, которую он заслуживает, то мы бы не видели регулярно вот эту поимку несчастных сайгаков на улицах городов. Мы бы не видели гробов, которые тягають по Крещатику, и люди стають на коліна, тому що герої не вмирають. Мы бы не видели этой минутки памяти, когда все машины останавливаются, замирают, и даже в операционной врачи останавливаются и уже не спасают жизнь. Минутку они стоят вот так вот, понимаете, кровь хлыщет из разреза, а они стоят и ждут хвилинку пам'яті. Тому що якщо зараз хтось у них на операційному столі прямо зараз умре, це буде ще один герой, який помер за вашу свободу. Владимир Александрович, Виктор Андреевич и прочее и тому подобное. Ну, то есть, Саша, это ад, и мы просто описываем хроники ада. Нет, ну, смотрите, в этом аду все-таки есть как бы проблески, несмотря на то, что, конечно, есть там ужасающие случаи, когда там уже стреляют и по ТЦКшникам, и по полицейским, которые там вовсю влились в ТЦКшнее дело. Значит, есть, например, там, ну, люди все равно вот ищут и запрашивают, и получают эту информацию. Есть мнение, есть люди с позицией. Вот, например, 1,5 миллиона просмотров видео набрало, когда 24-летний, ну, то есть ему 25 будет вот в следующем году, но он какой-то мастер спорта по боксу, то есть человек может за себя постоять, и он там разматывает этих ТЦКшников. Говорит, а что, добровольно пошел, да, тебе нравится, ты черт, тебя никто не уважает, ну, конкретно, да, и вот он записывает эти видео, там, видимо, вот эти очки, которые с камерой, да, потому что, ну, немножко не понимают, они же постоянно выбивают камеры, нельзя нас снимать, все в балаклавах, все прячутся, все, собственно, как бы прячут свои лица, прячут-то лица, почему? Почему выбежала Дия через час после того, как завирусилась информация, что через Дию повестки? Потому что еще
кто-то что-то боятся. Мы с вами фокусируемся, вы правы, на вот этом вот глобальном ужасе. Ну давайте сфокусируемся и немножко будем как бы удобрять зерна здравомыслия, которое тоже, несомненно, есть. Нет, стрелять по полицейским это плохо, это не здравомыслие, это действительно уголовка, это, ну, может, жест отчаяния, может, жест еще, не будем оправдывать это уголовное преступление, это все-таки преступление, но... Постойте, там разговаривать с ними в таком духе, да пожалуйста. Вон сейчас ветеранов как бы понадергали в Одессе, они говорят, слушайте, а мы, одного мы знаем в ТЦК, который воевал, второго там начальника психологической помощи, а так, говорит, там что-то нету тех, кто воевал. Как это нету? И все сразу задают вопросы. Так, а кто тогда врывается в квартиры? Кто тогда тягает мужиков за ноги? Кто вообще издевается, бьет? То есть какой-то фидбэк. И он, вот это здравомыслие, нормальные люди есть, остались, я уверен, что их большинство, и вот как бы с ними же тоже нужно, им тоже нужно уделить время. Но мы регулярно как раз этим нормальным людям и уделяем время, и они как раз тоже нам и уделяют время, потому что, судя по комментариям, в принципе, нас слушают нормальные люди, у которых нет права голоса и у которых нет трибуны, где они могут высказать свое мнение относительно того, что происходит в стране. То есть эти люди заложники, и в реальном времени, на реальных, как говорится, улицах, в общественном транспорте и везде, они вынуждены ходить, закрыв рот и потупив глаза. Потому что как только они заговорят на родном языке или начнут высказывать свою точку зрения, то они окажутся где-нибудь в ТЦК или их начнут придавать остракизму, загонять, понимаете, хейтить, запугивать. И запугивать не только их, но и их детей. Вы знаете прекрасно, что бешеные собаки и надзиратели, они чувствуют себя вполне себе прекрасно. И поэтому, когда вы, например, говорите, Саша, что вы не призываете к тому, чтобы стрелять в полицейских. Конечно, вы не призываете, потому что это действительно уголовное преступление. Но только если на Украине верховная власть уголовники, то есть если с точки зрения закона, нормального человеческого закона посмотреть, кем является Зеленский? Он узурпировал власть. То есть он с помощью ручной верховной зрады, которая состоит сплошь из юзиков, которые живут совершенно по другим законам, по команде Зеленского, за бабло, за которое они потом идут и с Англією скупляють, понимаете, жруть і сруть прекрасно, і десь бажано за кордонами цього концлагеря. Вони відпочивають, понимаете, от этой напряженной работы, где их все ненавидят. Так вот, они по команде преступника продлевают военное положение, тем самым не давая возможности сменить эту власть законным путем. То есть они идут по беспределу. Зеленский поставил на паузу Конституцию. Это положение вещей полностью легитимизирует вся европейская, как говорится, рать, которым на украинский народ насрать, не побоюсь этого слова, да? И поэтому тогда, если вот это все с вершины вот так вот рассмотреть, то получается, что люди находятся под могильной плитой, и у них нет шансов, кроме как отстреливаться от этой преступной власти. Потому что если говорить, должен ли человек следовать закону, или он должен следовать своему священному праву жить, он рожден для того, чтобы жить. Главное право, которое существует у человека в этом мире, это право на жизнь. А если твари, вот как эти, как там, я не знаю, даже эти фамилии не буду сейчас произносить, вы сказали, какая-то бабища тупая, там что-то своим ротом она произносит. Какая-то женщина
которая довольна очень довольна Федоровым, да, какая-то там депутаткиня. То есть уж сколько их, как говорится, упало в эту бездну, этих депутатов и депутаткинь, которые просто голосуют, кнопкодавят за то, чтобы вот это положение вещей закреплялось во времени и в пространстве, чтобы как можно больше беспредела и беззакония распространялось на головы к этим несчастным гражданам, к этим терпилам. Так вот, вот эти люди, которые отстреливаются, они уже дошли до той степени понимания, где они находятся. Они понимают, что они в концлагере. Они понимают, что законными путями они не могут из него выбраться, потому что им стреляют в спину, потому что концлагерь обнесен колючей проволокой, потому что все законы, которые принимаются Юзиком, после того, как он с Ангрием нажрется и яйца свои выложит где-нибудь на Банковой, как говорится, для того, чтобы, ну що, за що сьогодні, Володя, будемо голосувати? А, за продовження військового стану? Отлично, нам нравиться. Опа, поїхали далі, ще на півроку і ще там на 3 місяці. Давай, Володька, гуляй, веселись, будем утилизировать этот народ. Люди все поняли. Поэтому, Саша, я вам хочу сказать, ну, просто не потому, что я призываю, а просто я смотрю на вещи реально. Таких людей, которые будут отстреливаться, будет все больше. Потому что во всех видео, и вы на этом тоже акцентируете внимание, мы понимаем, что это уже не полиция, это уже не ТЦК, это наемники, которые совершают совершенно другое действие. Они совершают преступление уголовное. Они с закрытыми балаклавами ловят терпил, которых они держат потом в накопителе, то есть вот в этом вот обезьяннике, дают им в зубы телефоны для того, чтобы эти люди звонили всем, до кого они могут дозвониться и дотянуться. Мама, папа, брат, сестра, тетя, дядя и сосед. И просят, чтобы они приносили деньги, выкуп за их жизнь. И если у них есть какие-то вот эти родственники, они, безусловно, понимая, что вопрос жизни и смерти, они готовы почку продать, квартиру продать, достанут последний, как говорится, золотой слиток из-под матраса. Вот этот чувак, который в Бучанской ТЦК, откуда у него слитки вообще взялись? Ой, так Саша, это было просто... до ТЦК. Они же объяснили, это было до ТЦК. Все, успокойтесь, выдохните. Вы говорите на смерть. Он уже появился там какой-то рыцарь степи. Молодой хлопчик в эфир выходит и рассказывает: слушайте, да что значит умирать? Никто не будет умирать. Вся система ВСУ заточена на то, чтобы ты не умер. Поэтому там еще надо умудриться умереть на фронте, погибнуть. Поэтому не переживайте. Дошли до фронта, вас будет оберегать вся система ВСУ. Все нормально. А это все россказни. Потери большие, там кто-то живет, сколько там на передовой, неделю-две, это счастливчики. Если кто прижился, то там больше. Нет, это не верьте никому. Поэтому он-то сидит в телевизоре на фоне маскировочной сетки, понимаете? Это все глаголит. Он как бы воин, он защитник. Поэтому это все и ПСО, российские провокации. Меня интересует вот такой момент, важный момент. Как-то очень нервно пообщался, вчера, кажется, разошлось это видео, вернулся Буданов с переговоров с Америки, и как-то нервно пообщался с журналистами. Журналисты говорят, ну типа, президент говорит, все, как бы Зеленский, а ты глава же офиса президента, ты говоришь, что нет. Что имеется в виду? В общем, из России доносятся сигналы, что как бы переговоры, ничего не сдвинулось, все как бы стоит мертвым грузом. И Зеленский говорит, ничего не продвинулось, Россия, в общем, продолжает, и мы продолжаем, все продолжают. А Буданов говорит, слушайте, в смысле? Ну, я же где-то был, я же где-то ездил, мы же там говорим, а вы верите там в успешность переговоров? Он говорит, я всегда делаю то, во что верю, поэтому как бы дает вот эту почву, дает какой-то посыл о том, что все будет хорошо, ну или как нормально, движемся к каким-то договоренностям, хотя с Россией, Зеленский это все как бы отбрасывают и отметают, но Буданов во что-то верит, и люди ему верят, 60% с копейками ему доверие соцец Порошенковский Гринова написал, то есть где-то есть переговоры, но там, в глубине души. Что вы думаете об успехах на этом треке Буданова и почему так он себя ведет? Знаете, вы сказали в глубине души, а я вспомнила
незабвенное во глубине сибирских руд храните гордое терпение, не пропадет ваш скорбный труд. Ну, во-первых, Буданов, бедняга, это, конечно, удар властью, потому что одно дело идти к заветной цели, поближе быть к телу солнцеликого наркопедералиссимуса. Совсем другое дело быть с ним рядом. Я думаю, что сейчас он понимает разницу между, как говорится, демонстрационной версией и реальным демоном, с которым он имеет дело. Второе. А с кем вообще там переговаривался в Америке Буданов? Если это товарищ Витков и товарищ Кушнер или им подобные близлежащие, то, судя по всему, они и являются источниками эпидемии безумия. Потому что, судя по тому, что творится с Трампом и с его мозгами, и что он вообще несет, и как он видит этот мир через призму искусственно созданной реальности, то, похоже, именно Витков и Кушнер – это и есть источники вот этой искаженной реальности. Если они и Буданову надели, как говорится, на его мозг вот эти VR-очки, знаете, очень хорошо сейчас людям объяснять, что такое вот эта вот индуцированная, навеянная фиксация на несуществующем объекте. Потому что если тебе надели VR-очки, да, то ты, в принципе, уже перестаешь воспринимать реальность через призму собственных поисковых систем. То есть тебе не нужны свои глаза, тебе не нужен свой нос, ты не чувствуешь запаха, не видишь реальности, длины, ширины, день, ночь или что-то еще. И, соответственно, ты делаешь какие-то умозаключения, исходя из искусственно созданной реальности. Вот поэтому сошел с ума Трамп. И то, что он несет, люди не могут прочитать и не понимают, откуда у него вот эти вот предпосылки, из которых он делает те или иные умозаключения. И, соответственно, у Буданова та же история. То есть он встречается с людьми, с журналистами, которые ему говорят то, что они видят вокруг себя. И спрашивают: да коли, товарищ Буданов, мы же вам верим. Вообще, конечно, украинцы, их нужно будет со временем, когда они вымрут, как индейцы, изучать вообще их умственные, скажем так, способности, которые вопреки всему здравому смыслу и инстинкту самосохранения верят в сказки. То есть это вот какая-то нация таких элефантов, в лучшем случае, я скажу, таких слонов, которые вот с такими ушами, на которых тонны лапши сохраняются совершенно спокойно. Причем лапши такой уже, многолетний, да, то есть там уже, скажем так, слои лапши сохраняются, они уже капсулируются, там, цементируются, и они вот эти вот локаторы все время, они вот так вот слушают и всему верят. То есть если они влюбились в Залужного, и це оцей залізний генерал. Потом они начинают верить этому Буданову, который вообще на самом деле, на него стоит только посмотреть. У него же абсолютно все антропоморфные черты человека с отклонениями психическими. Но вот если бы люди внимательнее бы изучали там лица Чикатило, там, например, доктора Лектора, реального персонажа, то, в принципе, они бы нашли определенные, скажем так, сходства внешние с Будановым в том числе. Но люди любят всех, кого им показывают по телевизору 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а особливо в зеленому шмарафоне. Вот они хотят ему верить, они хотят, чтобы он что-то хорошее им сказал. Им рассказывают, что вот Буданов, он же идет туда, к Зеленскому поближе, для того, чтобы разобраться, что, куда, где власть. А потом, когда Зеленского снесут, или он там уже уедет, устанет, как говорится, управлять, то, конечно же, Буданов придет, порядок наведет и счастье всем все сделает. Что сказать, это Саша? тот Буданов, который, опять-таки, есть такая информация, что и она так как бы особо, знаете, никого не возбудила, хотя тут впору немножко задуматься. Орбан выходит и говорит: заберите своих агентов с нашей страны, с наших выборов. Орбан уже газ перекрывает. Деньги, вопрос не решается. Сегодня Bloomberg публикует, что денег до июня. То есть июнь уже все. То есть если как-то не преодолеют вот эти 90 миллиардов, то как бы все зубы на полку, понимаете? А Орбан говорит: Зеленский, убирай своих.
Так есть версия, что это как бы Буданов организует подрывную деятельность на венгерских выборах. Как схема будет выглядеть, примерно рассказывают, там пишут в разных источниках и средствах массовой информации, что украинские вот эти вот беженцы, они в Венгрии и в соседних европейских странах, там же все-таки, ну, границы-то есть, но не открыты. Ну, то есть можно спокойно сесть на электричку, приехать из соседних стран. В Польше сколько украинцев, да? Сколько там в Словакии, сколько рядом вообще в Австрии. Сесть и вот приехать, так сказать, на Майдан, помайданить. Дело хорошее. За Но, гроши. ну За и, гроши, Саша. ну и раз, и как бы и Орбана подвинуть. И представляете, как хорошо Зеленский. Убирает Орбана, приходит вот этот молодой Мадьяр, который... Смотрите, у него там свои заскоки, свои там ценности, свои вот эти все моменты, но он как бы, но он до конца все-таки не испорченный, ну как бы не сученный до конца, ну вот как бы как политик. Он понятно, что он молодой, он хочет, ему там кажется, что это тренды вот такие, да, либеральные и так далее, а вот старики пузатые Орбаны ведут все и делают все не так. Но когда он, более того, когда он придет непосредственно и посмотрит, что ага, Венгрия, а где брать нефть? А негде брать нефть. Зеленский с барского плеча тогда откроет там кусочек дружбы или там как бы выделит. То есть на это какой-то расчет. Абсолютно, ну, немножко заматереет этот молодой, да, он, наверное, столкнется с реальностью и поймет, что такое Европа. Хотя, может быть и нет. Может, это у меня сильно хорошее впечатление об этом Мадьяре. Хотя вообще непонятно, откуда оно взялось. Дело не в этом. Он там тест на Я вам расскажу, откуда он взялся, Саша. тест на наркотики же сдавал. Говорит, я чист. Говорит, я чист. Вот мои анализы. И думаю, елки-палки, мы это все в 2019 году переживали. Саша, но вы вообще журналист, вы человек опытный, разных людей повидали. Вы вообще вот уже научились по антропоморфным чертам определять некоторые особенности людей. Но Мадяр – это стопроцентная соросятня. Ну, то есть это просто вот их можно ставить, знаете, в один единый ряд, и они просто даже по лицам и по улыбкам вот этим сладеньким таким, знаете, такие милые мальчики, такие хорошие, такие почти отличники, такая челочка зачесанная, такой цу-цу-цу, понимаете, такой модненький, сковородненький. Но он же это же видно, совершенно очевидно. Потому что Сорос именно таких и подбирает. Потому что они выбирают по всему миру людей со сбитыми прицелами. Ну, то есть это их тактика. Тот, у кого, например, не было мамы или не было там денег, чего-то там не хватало, они собирают вот этих подранков, понимаете, именно в детстве, в молодости. Они дают им вот это ощущение того, что вот у тебя есть друзья, у тебя есть семья, теперь мы у тебя есть, мы за тебя, как говорится, горой, и ты за нас тоже. Но это же технология, которая еще с римских, как говорится, патрициев и римских времен, она отработана. Каждый хочет иметь и подругу, и друга, как говорится, понимаете? Ну, то есть это абсолютно очевидно. И понятное дело, что на него есть там целый вообще список компромата. И если его привести к власти, он, как говорится, без опыта, без кола, без двора, но уже, как говорится, с разорванным очком, извините, я просто уже называю вещи своими именами, потому что я не знаю, как людям еще иносказательно это объяснить. Он будет делать то, что ему скажут. То же самое, что делает Зеленский. Потому что на Зеленского такое количество компромата, что у него нет шансов вырваться. Ну, смотрите, Мы там прекрасно есть, помним, давайте Саша. так, к чести Мадьяра. Я не знаю, есть ли у него честь. Но, смотрите, у него там гуляло видео, что он все-таки с женщиной где-то в каком-то Да номере. ладно, господи, а что? Мы не знаем большое количество мужчин вот этого толка, у которых и жены, и дети, еще по несколько жен. А что, когда женщине предлагают, что ты будешь бородой, что Ленка Зеленская не согласна была быть бородой Зеленского, она ему даже детей понарожала. А теперь он платит ей, как говорится, за верность и за работу верную. И, в принципе, она неплохо себя чувствует, и она гордо берет и Бугатти, и Картье, и все остальное, и замки, потому что она, как говорится, свою тему отработала. Я вам могу назвать десяток таких людей, не буду просто их сейчас уже трогать, потому что они пока что ничего плохого мне не сделали. Но я знаю этих людей, которые ради цели,
они создают вот искусственную пару, которая будет изображать нам благородство и, как говорится, большую любовь. А в особенности, когда ты изображаешь это за деньги, так оно еще радостнее изображается. Нет, вы смотрите, тут я просто хотел бы немножко сместить фокус на вот эти все большие события. Я, если честно, немножко был обескуражен и опешил. Когда Трамп на Fox News, по телефону его включали со студией, начал рассказывать, что сын Хаминеи убитого, новый аятолла Ирана, тоже из этих. Прям Палестина, вот это все, Иран, вот эти все как бы ислам. А он, оказывается, тоже как бы мужеложеством запятнан. И это ему, Трампу, рассказала его ЦРУ. Ну, типа, это же ЦРУ. Все сразу, о, ЦРУ, это что-то значит. А по сути мы видим, что на фоне, ну, достаточно мутной затеи, сейчас там можно, конечно, это все разложить, что выгоды получает США, выгоды получает Иран, очередной танкер в Ормузском проливе, тайский, в Таиланд шел, как бы бахнули, они ж послушали, типа, давайте пройдите, и давайте. Они его бахнули, теперь там как бы не трогают танкера, которые там дружественные Ирану, или кто заплатит, в общем, ну, танкер бахнули, все, это можно выкрутить и выкручивают так, что выгодно Ирану, выгодно США. Но затея очень тяжелая. Зеленский он отправился в Саудовскую Аравию, там подписывают договоры с саудитами, вот, мы там будем вас защищать. Но по большому-то счету... Кого? Кто кого будет защищать, просто интересно. Сотрудничать. Есть у Саудовской Аравии что Украине дать, и у Зеленского есть что дать. Он встречается потом за столом, там, в кабинете красивом, встречается с украинскими ПВОшниками там в Саудовской Аравии. Тоже отдельная история. Так вот. Что вообще может Зеленский дать Саудовской Аравии, которая сама сейчас не знает, что она завтра будет иметь? Если ее сейчас обстреляют и заводы по опреснению воды и электроэнергию выбьет Иран, то, в принципе, мы посмотрим, как саудовские эти все шейхи выйдут из своих замков и начнут опять водить караваны верблюдов по пустыне. Потому что, как мы знаем, страны залива, все эти монархии, они сейчас на ладан дышат. По большому счету... Важный, немножко отклонился, важный же вопрос. Нахрена это Трамп запускает в эфир? Но это уже просто какая-то беспомощность, это просто какой-то бред. Смотрите, у меня перед глазами пронеслась вот эта история 22-23 года. Помните, что Путин умер, что он там пьет кровь... В холодильнике лежит, да? В холодильнике пьет кровь оленя вместе с Шойгу, там где-то кого-то... Ну, вы помните эти все шаманы, там... Ну, вот эта вся история, да? Не скажешь, конечно, что Путин тоже из этих, из однополых. Ну, как бы такого не говорили. Ну, говорили все, что угодно, понимаете? Вот все, что угодно. И сейчас мы наблюдаем, что это что-то не просто говорится и в прессе там пишется всякие желтые бульварные издания, а своим ртом в прямом эфире говорит целый Трамп, президент гегемона. Ну, то есть... Понятно, что этого Хаминеи-младшего никто не видел. У него там, говорят, 2 ранения. Понятно, что за него там эти все циркуляры выдают, зачитываются. Он там где-то спрятан. Это понятно. Но простите, пожалуйста, ну такую околесицу нести, даже если это так. Оглянись по сторонам, Дональд. Оглянись по сторонам. Я рассказывал в шуме когда-то, что прям целая такая, ну там... очередь пулеметная вышла, что дети иранских элит, они там учатся на Западе, получают образование, там нейробиология, всякая, вот какие, мол, сами там сидят, вот эти ксировцы, непонятные фанатики, а вот получают западное образование. Ну так давайте посмотрим на детей ваших элит. Где Хантер Байден? Что из себя представляют дети того же Трампа? Да, то есть понятно, что они, ну, это с золотой ложкой во рту родившиеся, и все. Да, где эта ваша коалиция Эпштейна? Чем вы можете похвастаться? Но зачем это преподносит Трамп? Это вообще просто какой-то, ну, низость какая-то, что ли? Ну, так это именно для того, чтобы с больной головы на здоровую перекинуть. Как говорится, это не мы больные, это вы больные. Вы что, не знаете, Саша, что все шизофреники, психопаты и люди с разными диагнозами, они не приемлют свою болезнь. Они кричат, что санитары – это враги, которые, значит, их добрых, хороших людей просто вот так вот держат в заложниках, хотят выкуп.
Ну, кто бы вообще это говорил? Трамп, который, собственно, и войну-то начал для того, чтобы отвести внимание от списков Эпштейна, от всех этих файлов, от того, что они там чудили и рядили, от своей прекрасной Мелании, которая сейчас, конечно, это благородная дива, и, как говорится, она ходит. Вы видели это видео, когда она на саммите в Белом доме прошлась в компании с биороботом? Вот я, в принципе, реально понимаю, что эти больные существа ненавидят людей из-за собственных преступлений. Это закон психологический. Мы любим людей за то добро, которое мы им сделали, и мы ненавидим людей за то зло, которое мы им причинили. Они начудили на протяжении своей карьеры, так называемой, восхождения на вершину, такое количество преступлений, что, в принципе, если чуть-чуть, как говорится, успокоится ситуация в мире, и это станет единственной причиной и горячими пирожками, которые начнут в промышленных масштабах выдавать на гора, то и Меланию, и всю его семейку, и его Иванку, и его детишек, и Берона, и всех их просто забросают таким количеством дерьма, что им не отмазаться, не отмыться до конца дней своих. Более того, Трамп понимает, что вот в этой мутной воде, которую он создал, он сейчас может миллиарды просто латошить. Вы же видите, что он играет на этих фондовых рынках жизнями людей, миллионами вообще вот этих вот судеб испорченных вообще людей. И ему плевать абсолютно, потому что он акула, понимаете? Он акула бизнеса. Это всегда был его метод. Только раньше у него песочница была поменьше. Там какой-нибудь Нью-Йорк целый. Или там какой-нибудь Чикаго. Где он расчищал себе любыми способами стройплощадку, чтобы выстроить какой-нибудь Трамп-тауэр. И золотом все намазать, потому что у него есть какие-то особенности его личности. Вот я вчера буквально послушала достаточно пространный анализ Джеффри Сакса, который говорит, что Трамп сошел с ума. То есть у него всегда были предпосылки к безумию, к вот этой мегаломании, понимаете, к вот этому эго раздутому. А сейчас на фоне деменции. И, видимо, все-таки этому даже есть абсолютно четкие, ну, скажем так, предпосылки, да. То есть уже в достаточно серьезном возрасте, постоянно находясь в стрессе, вот 4 года, значит, когда он отбивался там от судов, от уголовных дел, от каких-то преследований, от того, что его там отменяли. То есть он находился все время в состоянии мобилизации, стресса. Дальше у него была вот эта ралли предвыборная, да, когда человек в его возрасте не спит, куда-то едет, что-то говорит. Это постоянная концентрация мозга, которая требует, значит, постоянной вот этой вот, ну, нужно быть в форме. Даже вот Такер Карлсон, если вы помните, когда были эти ралли, и потом они уже выиграли эту кампанию, он рассказывал, что он был поражен, что Трамп в своем возрасте, вот в таком преклонном, да, был, ну, типа, гораздо более динамичным, энергичным, чем даже молодые люди, которые уставали. Потому что он огромное количество энергии выплеснул в достижении этого результата. И когда этот результат был достигнут, у любого организма есть процессы вот этого напряжения, а потом идет спад. И уже его возрастная категория не позволяет ему полноценно, ну, скажем так, компенсироваться. И у него просто пошел вот этот сильный спад, как виток, понимаете, чем сильнее замахнешься, тем, как говорится, будет сильнее откат. И он просто начал сходить с ума. Все, он начал сходить с ума. А с учетом того, что его окружают вот эти лизоблюды, разнообразные существа, абсолютно некомпетентные, которых он повыбирал по своему тоже принципу. Потому что у них подвешен язык, потому что они, значит, голодные, злые, молодые, дерзкие. И ему нужна была вот эта энергия, дерзости, пробивной силы. Вот тот же Пит Хексет, да, я послушала тоже большой разбор Скотта Риттера, который как военный, кадровый военный, который служил и знает, что такое реальная война, он говорит, что Хексет абсолютно, ну, это человек, который не обладает ни одной компетенцией, которая давала бы ему возможность правильно анализировать ситуацию именно на земле, там, где война, где кровь, пот, понимаешь, и гробы.
А вот так вот сидеть в теплых студіях, это точно так же, як у нас в Україні. Оці всі герої, геройчики, які сидять в теплих студіях і так відверто кажуть, що так, треба воювати, я оце воював, і ви воюєте, ніхто там не помирає, всі живі. Да. Герои же не вмирают, понимаете? То есть вот это один диагноз на всех. Безумие виртуального пространства. Люди перестали ценить человеческую жизнь как таковую. Они не понимают, что такое родить, воспитать и довести до состояния взрослой половозрелой особи вот этого мальчика, которого потом твари словят как сайгака, понимаете, и отправят на убой, если за него выкуп не принесут. Они этого не понимают, потому что они привыкли и их приучили осознанно. Это была долгосрочная спецоперация в мире, когда современное поколение приучали к виртуальной вот этой реальности. Когда у тебя вот эти игры, когда у тебя вот эти стрелялки, бродилки, когда ты можешь схлопнуть экран, как говорится, своего компьютера, и ты дальше живой, идешь, гуляешь, как говорится, веселишься, Смотрите, потом снова открыл и по новой начал. Я немного не понимаю тогда, давайте все-таки как на чем сердце успокоится в Украине, да, попробуем поразмышлять. Я немного не понимаю вот этой геополитической реальности. Значит, понятно, что Россия выигрывает от того, что сейчас происходит с Ормузским проливом. Понятно. То есть тут уже эти миллиарды уже посчитали в прессе и так далее. Ну, потому что нефть, потому что, скажем так, разные пути. Но как-то вот очень... Ну, как-то не отесано все, и по времени как-то все странно выглядит. Значит, отправляется парламентская делегация, ну, типа депутаты Госдумы, отправляются в Америку. И их там проводят им экскурсию, да, экскурсию проводят по этому самому, по Конгрессу. Они вот там вот ходят, смотрят красивые там здания, колонны. Видите, как Кока-кола в кармане, там всем раздали по бутылочке Кока-колы, ничего себе, Кока-колу пьют. И они там вот заглядывают, там это как бы бизнес, контакты и все остальное. Но параллельно с этим, вот что осталось от Усть-Луги. Это, ну, скажем так, были поражены 4 минимум, да, это прошлый удар, да, по этому нефтеналивному порту. Сейчас еще как минимум 3, да, то есть его планомерно выносят, выбивают и, в общем-то, уничтожают. С этой Усть-Лугой это, конечно, такой какой-то, ну, экшен. Тут куча и конспирологов, и аналитиков, и, ну, там не получится, там нужно их запускать или через, или с балтийских стран, конкретно с Эстонии. И все это понимают. Но выходит Песков и говорит, ой, да в темную используют. Как ты в темную используешь легкомоторные небольшие вот эти кукурузники, ну маленькие самолеты, приклепаешь к ней бомбу авиационную, и вот это будешь направлять и бить, понимаете? Как это все? Ну, и как это в темную, если Польша закрыла воздушное пространство на границе? В Прибалтике говорят, ой, там будут летать вот эти дружественные самолеты, типа, не обращайте внимания, то наши, то типа, не пугайтесь, мы просто прикрыли тут воздушное. Все же, как бы, ну, люди смотрят и понимают, подождите. А вот ради того, чтобы походить с Кока-Колой в кармане, пофотографировать здание Конгресса, мы видим вот, ну, как бы такую риторику. Ну, вот такую. И это все препарируется еще очень интересным способом. Говорит, ну, смотрите, они же вот ударили по нашим там экспортным мощностям. Ну, кто говорит 40%, пускай даже не 40, ладно. Пускай меньше, пускай там 20, неважно сколько. Но тем не менее. Это же влияет типа на мировые цены на нефть, а это означает, что цена вырастет, и мы все равно заработаем больше. Успокаивает по российскому телевидению как бы всех зрителей, там, ну, пул товарищей, которые объясняют, что да как. Но это же просто какой-то позор, и все его видят, а, как помните, ну, знаете, есть выражение, да, вот это «сыт глаза, божья роса». Ну, я уже давно говорю, что на Украине и в России, особенно чиновники и политики, могут смотреться друг в друга как в зеркало. Да, собственно, и народ тоже. Потому что народ все видит, но, к сожалению, у него нет права голоса особого. И людям приходится мириться с тем, что они имеют на сегодняшний день, и быть готовыми в любой момент по старой доброй памяти затянуть пояса на горле желательно, понимаете, и стать под ружье.
Ну, то есть, по моему глубокому убеждению, наблюдая за этим всем уже который год, я считаю, что Россия готовится к большой масштабной войне. Ну, то есть она прямо вот ее призывает на свои границы. Ну, то есть почему-то, по какой-то причине, они совершенно не планируют купировать всю ситуацию, которая развивается на территории Украины, прямо под их чутким руководством. Я уже говорила, что с момента, как Владимир Владимирович Путин дал личные гарантии безопасности Зеленскому, а бывший президент Медведев прямо является поклонником Зеленского в Кремле. Ну, то есть он активно наблюдает за ним, все комментирует, причем они прямо как братья могут, ну, посоперничать по количеству оскорблений, которые они друг другу наносят, и прямо вот милые бронятся, только тешатся. И прямо вот Медведев говорит: классно, отлично, что Зеленский здесь, не надо его менять, пусть будет, потому что хуже, чем он, уже быть не может вообще. И он же все делает то, что нам надо. Почему России надо, чтобы Украина была уничтожена, чтобы славянские народы рассорились на столетия? Почему нужно, чтобы с двух сторон умирали славянские мужчины, потому что погибают и с российской стороны солдаты, точно так же, как и пацаны, которых ловят, как сайгаков, и отправляют насильственным способом во многом вот туда, в окопы погибать? Я не знаю, почему это им надо. Наверное, потому что таким образом они решают какие-то свои внутренние проблемы неразрешимые. Наверное, потому что у них есть оправдание для народа, почему там чего-то они не делают или что-то они делают в последнюю очередь. Наверное, это нужно для того, чтобы вот эту вот чистку во власти сделать в Министерстве обороны Российской Федерации. Видимо, так просто, по добру, по здорову, они не могли делать вот эти перестановки и прочие моменты. То есть это идет борьба за власть. Мы знаем прекрасно, что в Кремле есть башни, и у каждой башни, мягко скажем, разные интересы. Они прямо противоположные. Более того, многие уже эксперты российские уже на 4-й год войны решили тоже отбросить, как говорится, вот эти все обиняки, не побоюсь этого слова, и начали вещи называть своими именами. Что в России, в Кремле есть большое количество сеток, так называемых. Одни ориентированы на Британию, другие ориентированы на Соединенные Штаты Америки. А где вообще те, которые ориентированы на саму Россию и русский народ? Ну, там уже нужно, как говорится, копаться, разбираться, а там без намордника и противогаза, понимаете, без скафандра или еще каких-то других защитных средств лучше туда не прыгать и не нырять. Ну, то есть мы абсолютно четко видим, что идет какая-то своя совершенно игра, волна, мы ее не понимаем. Ну, то есть, как многие эксперты считают, что Россия как форпост вот этой оси, на которой, собственно, нанизаны и Иран, и Китай, и КНДР, предположим, она пытается договориться с Соединенными Штатами Америки, которые являются форпостом вот этого англосаксонского мира, за которыми стоят там Британия, Япония, там еще кто-то, то есть к возвращению к двуполярной системе координат. То есть когда есть два центра силы или каких-то коалиций, которые, значит, распределяют какие-то вот эти все ресурсы, потоки и по новой начинают, значит, жить, поживать и добра наживать. Но нам, маленьким людям, которые живем одну жизнь, и, грубо говоря, мы не распоряжаемся миллионами, миллиардами, и умирать за чужие миллионы, миллиарды мы тоже не особо хотим. Нам от этого ни холодно, ни жарко. И более того, я могу сказать, что вот эта ситуация в Иране и то, как иранский народ в соединении с властью продемонстрировал принципиальную позицию, то есть показал бывшим советским
славянам, бывшим православным, потому что уже нельзя сказать, что все тут православные. Ну, то, во что превратилось и выродилось православие, какое количество расколов и какое количество скандалов, понимаете, вот это все повлекло за последние десятилетия, которые мы наблюдали. И при этом Филарета, понимаете, который раскольник в расколе, понимаете, в квадрате и в кубе, его прямо с почестями хоронят на территории Владимирского собора или где там его похоронили. Ну, Да? хоронит другая церковь, не его. Ну, Тоже. неважно, короче. Нет, важно, подождите. Я понимаю, раскольник, ну, другая церковь, не его. Это тоже показатель этого раскола. Так вот, да. Ну вот, смотрите, вот в любом случае уже такое количество навернулось, понимаете, вот этих вот искаженных смыслов, что, в принципе, нам остается только одно, знаете, ну, как бы, по крайней мере, помнить, кто мы такие, стараться оставаться человеком и объединять вокруг себя еще остаток здравомыслия, которое идет из глубины веков, понимаете, мы просто идем в этом темном лесу безумия на ощупь. И единственное, что, как говорится, нас ведет, понимаете, это свет в конце тоннеля. Свет любви, благополучия, мирной жизни, то, к чему, собственно, вот православных и христиан Иисус Христос призывал. Но, как мы знаем, дорогой Александр, Иисус Христос был распят, потому что человечество не было готово. И похоже, что оно на сегодняшний день тоже не готово к тому, чтобы принять эту парадигму как норму для своего существования. Зато сатана глумится, веселится, он сидит на правом и на левом плече везде, и в Кремле, и на Банковой, и, естественно, у Трампа это вообще его, как говорится, рулевой, с учетом того, что вся коалиция Эпштейна нам уже продемонстрировала о своих принципах жизненных, о своих развлечениях и о своих устремлениях. То есть мы просто находимся в безумном мире. Этот безумный мир не хаотически, а осознанно и по согласию большинства человечества был создан прямо вот у нас, как говорится, из-под ножа. Такая кухня фьюжн. Мы же помним, как мы от нормальности перешли к этой новой нормальности, которую нам навязывали фонды Сороса, которую нам навязывали всякие там программы возрождения, которые приводили к власти Урсул фон дер Ляйен, безумную вот эту Каю Каллас, этого самого Макрона с его бабой-дедой. Вот этих всех людишек, понимаете? И поэтому любой нормальный человек, например, такой как Орбан, который выходит и, называя вещи своими именами, в Европарламенте рассказывает Урсуле фон дер Ляйен, что вы будете прокляты историей, и наши внуки будут плевать, услышав ваше имя. Вы вор, и ваше место в тюрьме. Избавьте нас от себя. Уходите. Потому что вместо того, чтобы объединять людей и народы, вместо того, чтобы строить школы и больницы и делать этот мир лучше и безопаснее, вы забираете у людей деньги и отдаете их преступному режиму. Вы наживаетесь на смерти и войне, вы ее сеете вокруг себя. А она сидит такая и, не стесняясь, смотрит на него и думает: сука, ты сказал все то, что я хочу, чтобы люди не знали, поэтому смерть тебе, как говорится, и преисподняя. И мы сделаем все, чтобы ты дальше не был у власти. Понимаете, мы сейчас наблюдаем абсолютно вот эту так называемую битву конца, когда каждый человек сам выбирает, какую сторону он займет. Когда люди по глупости или по наивности думают, что нужно быть такими отважными, как Трамп, нужно быть такой успешной, как Ленка Зеленская Скумбрия, нужно, как говорится, идти на компромиссы и ради достижения цели красной машины и Кортье можно, как говорится, потерпеть все, что угодно, и мужа гомосексуалиста в том числе. Нужно, как говорится, наступать на горло своей песни для того, чтобы быть богатым, успешным и красивым, и тебя показывали по телевизору. Но только благодаря вот таким богатым, успешным и красивым, которые идут на все, которые соглашаются на любое искушение, предлагаемое им дьяволом, которые не знают, что Иисус Христос 40 дней по пустыне там ходил, и дьявол его искушал в том числе, и предлагал ему все прелести, богатства и все, что только можно в этом мире, ты получишь, только поклонись мне и будь со мной. Но он отверг это.
И те, которые идут за Христом и остаются вопреки всему и несмотря ни на что людьми, те, как говорится, обретут Царство Божие, как сказано, и блаженны миротворцы. А большинство людей любят ушами, они вот так вот их отращивают, понимаете, как элефанты, лапшу там накапливают. Смотрите, я всем искренне в завершении нашего разговора сегодняшнего желаю, ну, это как бы с долей иронии, конечно, попозже, там, Царствие Небесное, вот это всё, давайте здесь подольше, там успеем, давайте подольше здесь, и поэтому всех призываю, конечно, беречь себя и друг друга. Снежана, спасибо за время и мысли. Спасибо, Саша. Но и, конечно, я тоже считаю, что попозже. Но самое главное, понимаете, не прятаться под лавку, потому что и оттуда тебя выскребут, как говорится, улитку, понимаете, и съедят, как шашлык. Помните, как Зеленский говорил, пойдем на шашлыки. Вот скоро опять май, как говорится, и опять будут шашлыки. Но, в принципе, не забывайте, что иногда, если вы не в правильной компании, то из шашлыки это можете быть именно вы. Поэтому всегда выбирайте правильных людей и правильные дороги, по которым вы ходите, и правильных, как говорится, вождей, которые вас ведут либо в сторону ада, либо в сторону развития, рая и любви. Будьте счастливы, друзья. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Пожалуйста, подписывайтесь, пишите в комментариях, что думаете. Самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света.